151 ряд, 8 столбиков прибавка, повторить 6 раз. Следующие ряды 152 и 153 провязываем без изменений по 60 столбиков по кругу. Вяжем 2 ряда без изменений. 154 ряд, 20 столбиков. Дальше поворотными рядами. Воздушная петля, поворот, 155 ряд, первую петлю пропускаем, начиная со второй петли вяжем 48 столбиков. Воздушная петля, поворот, первую петлю пропускаем, начиная со второй, 46 столбиков. Воздушная петля, поворот, 157 ряд, первую пропускаем, 44 столбика. Воздушная петля, поворот, 158, первую пропускаем, 42 столбика, начиная со второй. Воздушная петля, поворот, 159 ряд, начиная со второй, 40 столбиков. Воздушная петля, поворот, 160 ряд, начиная со второй, 38 столбиков. Воздушная петля, поворот, 161, первую пропускаем, 36 столбиков. Воздушная петля, поворот, 162 ряд, первую пропускаем, 34 столбика. Воздушная петля, поворот, 163 ряд, первую пропускаем, со второй 32 столбика. Воздушная петля, поворот, 164 ряд, первую пропускаем, 30 столбиков. Воздушная петля, поворот, 165 ряд, начиная со второй, 28 столбиков. Воздушная петля, поворот, 166 ряд, первую пропускаем, со второй 26 столбиков. Воздушная, поворот, 167, первую пропускаем, со второй 24 столбика. Воздушная петля, поворот, 168 ряд, первую пропускаем, начиная со второй, 22 столбика. Воздушная петля, поворот, 169 ряд, первую пропускаем, 20 столбиков, начиная со второй. Воздушная петля, поворот, 170 ряд, первую пропускаем, начиная со второй, 18 столбиков. Прокладываем маркировочную ниточку и провязываем 171 ряд по кругу, 60 столбиков. Следующие 6 рядов будем вязать без изменений, начиная со 172 ряда по 177 ряд. 6 рядов вяжем по 60 столбиков по кругу без изменений. 178 ряд, 9 столбиков прибавка, повторить 6 раз. 179 ряд вяжем по кругу 66 столбиков. 180 ряд, 51 столбик. Дальше вяжем поворотными рядами. 181 ряд, первую пропускаем, 49 столбиков, со второй начиная. Воздушная петля, поворот, 182 ряд, первую пропускаем, со второй 47 столбиков. Воздушная петля, поворот, ряд 183, первую пропускаем, начиная со второй, 45 столбиков.
Воздушная петля, поворот, 184 ряд, первую пропускаем, начиная со второй, 43 столбика. Воздушная петля, поворот, ряд 185, первую пропускаем, 41 столбик. Воздушная петля, поворот, ряд 186, первую мы пропускаем, 39 столбиков, начиная со второй. Воздушная петля, поворот, 187 ряд, пропускаем первую, провязываем 37 столбиков, начиная со второй. Воздушная петля, поворот, 188 ряд, первую пропускаем в обратную сторону, со второй 35 столбиков. Воздушная петля, поворот, 189 ряд, первую пропускаем, 33 столбика. Воздушная петля, поворот, 190 ряд, первую пропускаем, 31 столбик. Воздушная петля, поворот, 191 ряд, первую пропускаем, 29 столбиков, начиная со второй. Воздушная петля, поворот, 192 ряд, первую пропускаем, 27 столбиков, начиная со второй. Воздушная петля, поворот, 193 ряд, первую пропускаем, начиная со второй, 25 столбиков. Воздушная петля, поворот, 194 ряд, первую пропускаем, 23 столбика. Воздушная петля, поворот, 195 ряд, первую пропускаем, 21 столбик, начиная со второй. Воздушная петля, поворот, 196 ряд, первую пропускаем, 19 столбиков. Воздушная петля, поворот, 197 ряд, первую пропускаем, начиная со второй, 17 столбиков. Воздушная петля, поворот, 198 ряд, первую пропускаем, начиная со второй, 15 столбиков. Воздушная петля, поворот, 199 ряд, первую пропускаем, начиная со второй, 13 столбиков. Воздушная петля, поворот, ряд под номером 200. Первую пропускаем, во вторую, начиная со второй, 11 столбиков. Ставим маркировочную ниточку. Следующий ряд у нас круговой. И провязываем 201 ряд, 66 столбиков по кругу. Следующие 3 ряда надо провязать по кругу без изменений. 202, 203 и 204 ряды вяжем по 66 столбиков по кругу. 205 ряд, 25 столбиков. Воздушная петля, поворот, поворотными рядами вяжем 55 столбиков. Первую пропускаем, со второй начиная, 55 столбиков. Воздушная петля, поворот, 207 ряд, первую пропускаем, 53 столбика. Воздушная петля, поворот, 208 ряд, первую пропускаем, 51 столбик. Воздушная петля, поворот, 209 ряд, первую пропускаем, 49 столбиков. Воздушная петля, поворот, 210 ряд, первую пропускаем, начиная со второй, 47 столбиков. Воздушная петля, поворот,
211 ряд, первую пропускаем, со второй 45 столбиков. Воздушная петля поворот, 212 ряд, первую пропускаем, начиная со второй 43 столбика. Воздушная петля поворот, 213 ряд, первую пропускаем, начиная со второй 41 столбик. Воздушная петля поворот, 214 ряд, первую пропускаем, начинаем со второй 39 столбиков. Воздушная петля поворот, 215 ряд, первую пропускаем, начиная со второй 37 столбиков. Воздушная петля поворот, 216 ряд, первую пропускаем, со второй 35 столбиков. Воздушная петля поворот, 217 ряд, первую пропускаем, со второй 33 столбика. Воздушная петля поворот, 218 ряд, первую пропускаем, 31 столбик. Воздушная петля поворот, 219 ряд, первую пропускаем, со второй 29 столбиков. Воздушная петля поворот, 220 ряд, первую пропускаем, со второй 27 столбиков. Воздушная петля поворот, 221 ряд, первую пропускаем, со второй 25 столбиков. Воздушная петля поворот, 222 ряд, первую пропускаем, со второй 23 столбика. Воздушная петля поворот, 223 ряд, первую пропускаем, со второй 21 столбик. Воздушная петля поворот, 224 ряд, первую пропускаем, 19 столбиков, начиная со второй. Воздушная петля поворот, 225 ряд, первую пропустить, 17 столбиков, начиная со второй. Воздушная петля поворот, 226 ряд, первую пропускаем, начиная со второй 15 столбиков. Воздушная петля поворот, 227 ряд, первую пропускаем, начиная со второй 13 столбиков. Прокладываем маркировочную ниточку, следующий ряд у нас круговой. У нас 228 ряд, надо провязать по кругу 66 столбиков. Следующие 3 ряда тоже следует провязать 66 столбиков по кругу без изменений. Вяжем 229, 30 и 231 ряды. То есть продолжаем вязать по кругу еще 3 ряда без изменений. У нас 232 ряд, и в этом ряду мы будем ввязывать передние лапы. Но для начала надо провязать 5 столбиков. Теперь беру лапку. Смотрите, вот поставила пяткой к себе, ноготками от себя. И скос у меня вот в правую сторону. Эту лапку я беру. Точно так же, как задние лапки, соединяю вот так вот детали вместе. И вот вколю в сторону. Какая будет у меня крайняя петля. Смотрите, с обратной стороны. Здесь у меня на крючке петля. Я ее не убираю. Петля от основной работы. Сюда колю в сторону, в крайнюю, в самую петлю. Вот. И с обратной стороны буду провязывать вместе с петлями, те, которые следующая петля идет по телу. Надо провязать вместе с лапой 16 столбиков.
провязываем 16 столбиков вместе с лапой. Крючок заходит с внутренней стороны лапы. Вот таким образом. Вот. Теперь по телу провязываем 13 столбиков. Берем последнюю лапку, таким же образом соединяем. И теперь будем колоть. Вот она вот так должна у нас идти. Вот этот угол острый. Ну пусть у меня, допустим, здесь будет первая петля от хвостика. И в следующую петлю тела. Надо провязать 16 столбиков. Одну провязала петлю, еще 15. И до маркера 16 столбиков по телу. 233 ряд, 5 столбиков вяжем по телу, 15 столбиков вяжем по ноге, точно так же как и в задних лапках. Делаем дополнительные соединения между сочленениями вот этими, чтобы у нас не образовалось никакого отверстия лишнего. Вяжем по ноге 15. 13 столбиков по спинке до следующей лапы. Снова 15 столбиков по лапке. И 16 по телу до маркера столбиков. Вот так должно получиться. Мы будем наполнять по мере вязания, но я не советую сейчас вот на данном этапе взять и наполнить и прям это, потому что работа тяжелая, если у вас пряжа такая же по плотности, как у меня, по толщине. Если я набью, мне ворочить вообще будет тяжело. В принципе, здесь она такая достаточно, ну, свободная, что ли, и позволяет потом запихнуть наполнитель. Поэтому я сейчас не буду этого делать. Продолжу вязание. Потом надо будет нам к позвоночнику, кто делает на проволочном каркасе со мной, надо будет здесь проволочку выложить как положено и примотать лапки. Но это мы потом еще вернемся по мере работы, я расскажу. Покажу, короче, как делаю, так вот и буду делать. Ну, пока вот у нас получается так, и продолжаем вязать. Следующие 4 ряда мы провязываем без изменений по 64 столбика в каждом ряду. У нас 234 по 237 ряд. Вяжем без изменений. У нас 238 ряд. Снова будут поворотные ряды, но на этот раз уже последний блок поворотных. Провязываем 13 столбиков. Воздушная петля, поворот, 239 ряд. Первую пропускаем, начиная со второй провязываем 32 столбика. Воздушная петля, поворот, 240 ряд. Первую пропускаем, начиная со второй 30 столбиков. Воздушная петля, поворот, 241 ряд. Первую пропускаем, начиная со второй 28 столбиков. Воздушная петля, поворот, 242 ряд. Первую пропускаем, начиная со второй 26 столбиков.
Воздушная петля поворот, 243 ряд. Первую пропускаем, со второй 24 столбика. Воздушная петля поворот, 244 ряд. Первую пропускаем, начиная со второй 22 столбика. Воздушная петля поворот, 245 ряд. Первую пропускаем, начиная со второй 20 столбиков. Воздушная петля поворот, 246 ряд. Первую пропускаем, со второй 18 столбиков. Прокладываем маркировочную ниточку. Следующий ряд, 247 у нас круговой. Вяжем по кругу, собирая все петли, 64 столбика. Следующие 9 рядов также надо провязать по 64 столбика в каждом ряду без изменений. Вяжем 9 рядов с 248 по 256 ряд. Я провязала пару рядов, и сейчас хочу соединить проволочки от лапы к позвоночнику, потому что потом, смотрю, будет вообще неудобно мне это сделать. Я это сделаю сейчас. Выставляю внутри проволочку так, чтобы она не шла прям совсем по краю, чтобы она при наполнении потом где-нибудь в центре была таким вот образом. Выставила. Точно так же, как прикручивала задние лапы, также и поступлю сейчас с передними. То есть возьму просто изоленту и соединю все эти вот 3 проволоки между собой. Соединю, потом продолжу вязание. Я еще не закончила эти 9 рядов. Провязала всего 3. Я закончила 256 ряд, уже заполнила фигурку. Вот так она у меня выглядит на этот момент. Продолжаем вязать и будем уже заполнять по мере вязания. У нас 257 ряд, и надо провязать 30 столбиков убавка, повторить 2 раза. 30 столбиков убавка. Вяжем. Следующие 5 рядов надо провязать без изменений по 62 столбика по кругу. То есть вяжем с 258 по 262 ряд без изменений по 62 в каждом ряду. 263 ряд. 29 столбиков убавка, повторить 2 раза. Следующие 5 рядов вяжем по кругу без изменений по 60 столбиков в каждом ряду с 264 по 268 ряд вяжем без изменений. 269 ряд. 18 столбиков убавка, повторить 3 раза. Следующие 5 рядов провязываем без изменений по кругу с 270 по 274 ряд. Вяжем без изменений. 275 ряд. 17 столбиков убавка, повторить 3 раза. Следующие 5 рядов вяжем без изменений по 54 столбика по кругу с 276 по 280 ряд. 281 ряд. 21 столбик. И вот смотрите, в прошлой игрушке, которую я вязала, мне хватало провязать 21 столбик, чтобы вывязать вот эту вот колючку. Она у меня была
посередине. То есть надо, сейчас будет 5 воздушных петель для вывязывания колючки. Я вот складываю вот так вот пополам и вижу, что у меня здесь не середина. Видите, если я сейчас наберу 5 и дальше продолжу вязание, 5 воздушных петель я имею в виду, то у меня колючка будет вот здесь вот сбоку. Я смотрю, насколько мне надо подвинуть, потому что тут получается, видимо, из-за плотности пряжи, может быть, из-за крючка, вот здесь вот могут быть как изменения, поэтому корректируйте сами. Кого-то устроит 21 вот эта вот петля, да, которую сейчас я провязала. Меня не устраивает. Я вот смотрю, у меня здесь 1, 2, 3, 4, 5. 5 до середины, а мне надо, чтобы у меня было 2 столбика и средний здесь, да, чтобы здесь было 2, на обратной стороне 2 и посередине 1, вот так будет идеально тогда. Я смотрю, насколько мне нужно. Вот у меня маркер где. Насколько мне нужно сделать петель смещения, чтобы потом не менять вот все описание. Поэтому я сейчас смотрю 1, 2, 3, 4. Здесь у меня 5. 1, 2. Я добавляю 3. 3 столбика добавлю. То есть я сейчас вот этот вот распущу 21 столбик. Добавлю 3 петли. То есть здесь у меня пошел сдвиг, на другой игрушке сдвига не было. Здесь вот надо самостоятельно это пройти. Я добавляю 3 петли. 1, 2, 3. И переношу маркировочную ниточку вот сюда. Теперь у меня ряд будет начинаться вот с этого места. И провязываю заново 21 столбик. Провязала 21, складываю. Теперь меня устраивает. У меня колючка вот будет посерединке. Напоминаю, что вот она будет у изделия. 5 воздушных петель. Пропускаю 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5 в шестую колю. И начиная с 6 петли до конца ряда провязываю 28 столбиков. 282 ряд вяжу по кругу без изменений 54 столбика. 283 ряд 16 столбиков убавка, повторить 3 раза. В кругу у меня сейчас 51 петля, и я провязываю 3 ряда 284 по 286 без изменений по кругу. Вяжем 3 ряда по кругу. 287 ряд 21 столбик. Теперь мне снова надо сделать отверстие для колючки, и я смотрю, чтобы у меня сильно не убежало. Если будет сильно убегать вправо, то я потом здесь добавлю петлю смещения. Но я смотрю, что меня устраивает. Я делаю 5 воздушных петель. Отсчитываю 5, 1, 2, 3, 4, 5. В шестую колю, начиная с нее 25 столбиков до маркера. 288 ряд вяжу без изменений по кругу 51 столбик. 289 ряд 15 столбиков убавка, повторить 3 раза. Следующие 3 ряда провязываем без изменений по кругу по 48 столбиков в каждом ряду. Вяжем с 290 ряда по 292. 3 ряда провязываем без изменений. 293 ряд 21 столбик, 5 воздушных петель, пропускаю 5 петель,
Начиная с 6 до конца ряда провязываю 22 столбика. 294 ряд провязываю по кругу без изменений 48 столбиков. 295 ряд, 14 столбиков убавка, повторяем 3 раза. Следующие 3 ряда провязываем по кругу без изменений по 45 столбиков в каждом ряду с 296 по 298 ряд вяжем 3 ряда. 299 ряд, 21 столбик, 5 воздушных петель, пропускаем 5, начиная с 6 до маркера 19 столбиков. 300 ряд провязываем по кругу 45 столбиков без изменений. 301 ряд, 13 столбиков убавка, повторить 3 раза. 302 ряд, 42 столбика по кругу без изменений. Соединительный столбик, вытягиваем ниточку для того, чтобы нам потом подшить голову. Достаточное количество, как вы считаете, для вас. Обрезаем. Маркеры можно убрать. И я смотрю, что проволоки мне не хватило. Она у меня закончилась. А мне еще надо какое-то количество, чтобы здесь вот она в голову вошла. Ничего страшного. Я ее просто наращу. Отодвигаю вязание. Скручу между собой, зафиксирую изолентой. Теперь, пока не наполненная деталь, колючки лучше вывязать сейчас. По такому же принципу, как мы вывязывали колючки на голове. Заполнить деталь. Когда будете вставлять проволоку в голову, лучше всего согнуть ее все-таки петелькой. Вот так. Зафиксировать тоже изолентой. И я вставляю проволоку в нижнюю пасть, вот чтобы она проходила у меня вот здесь. Потом вот так вот подшиваю. Я довязала дракона змея, пришила голову, не забыла наполнить колючки, и последним штрихом надо или подклеить, или подшить коготки, потому что они некрасиво торчат. Для тех, кто делал без проволоки, у вас лапки вот так вот назад будут выворачивать, скорее всего. Поэтому надо вот сюда вот так вот эту ляшечку вывернуть немножко вперед и стежками вот эти вот места прошить. Прошить, чтобы лапки вставали вот так. Ну и то же самое здесь. Они у вас будут вот так вот, если в свободном полете, так сказать, выглядеть. Вам надо будет тоже вот здесь вот эти вот места подшить, выставляя лапки вперед. Ну вот он у меня очень большой получился. Если сравнивать с первым змеем, смотрите, какая разница. Ну, оба, конечно, красавчики. Не забывайте подписываться, не забывайте присылать свои какие-то работы по моим мастер-классам. Мне очень любопытно посмотреть, какую вы используете пряжу, как у вас получается. Ссылочка есть на YouTube, ВКонтакт, можете мне присылать, можете присылать личными сообщениями в Одноклассниках, на Дзен, опять же. Вот. Ну все, до новых встреч. Пока-пока.